Ну что, ола, амигос, друзья, всем привет! Сегодня, знаете, у нас видео будет в таком немножко разговорном, спокойном формате. Хотелось бы мне поотвечать на ваши вопросы, которые вы мне оставляли в комментариях, под моими видео рандомно. Просто я, естественно, стараюсь как-то поотвечать каждому, но не всегда это удается, и какие-то вопросы, конечно, хочется более-менее подробно раскрыть. Опять же, снимать отдельное видео по каждому вопросу, растягивать, не знаю зачем, для меня это бред, поэтому поехали. Вообще, конечно же, в первую очередь хотелось бы узнать, как у вас дела, как прошли новогодние праздники. Я до сих пор отхожу, мне так все лень. Знаете, нужно уже собираться, нужно что-то делать, возвращать свой прайм в этом году. Я готовлюсь к этому и вам советую. Далее. Я надеюсь, с вашего разрешения буду подглядывать свой телефон, потому что, собственно, там я выписывала все ваши вопросы. И, конечно же, хотелось бы сразу уточнить, что по поводу легализации, в Уругвае я не буду отвечать в этом видео, то есть вопросы по ВНЖ, ПМЖ, паспорту, налогах и так далее. Я буду отвечать уже, не я даже, а мы со специальным гостем уже на этой неделе записываем видео, скоро оно будет, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь, чтобы не пропустить, и там вы найдете все ответы по поводу легализации. В общем, у меня сейчас упал свет. Я не знаю, в той же тональности я его настроила или нет. Извините. Один из самых популярных вопросов на моем канале. Что здесь с насекомыми? Нет ли у нас с этим проблем? Умираем ли мы здесь от ядовитых пауков, змей и так далее? Но на самом деле Уругвай одна из безопасных стран в Латинской Америке по фауне. То есть в городах здесь нет ядовитых змей, нет смертельно опасных пауков на каждом шагу. Да и в принципе экзотического ужаса, как в Австралии. Я бы даже прокомментировала, что большинство людей никогда за годы своей жизни здесь не встречаются ни с чем таким опасным. Наверное, в какой-то сельской местности или ближе к Бразилии, такое может случиться, но точно не в Монтевидео. Так, следующий вопрос у нас был про бьюти-услуги. Я вообще включаю сюда стрижки, маникюр, педикюр, депиляции и так далее. То есть в Уругвае достаточно бьюти-индустрия развита для городского темпа. Есть хорошие салоны с профессиональными стилистами и мастерами. Доступны какие-то современные тенденции, в мире стрижек, маникюра и так далее. Дефицита салонов красоты, конечно, не ощущается. Да что такое? Зарядка, что ли, села? Опять же, цены зависят от района, от уровня мастера, от салона, как и в наших странах СНГ. Например, я уже нашла, своего мастера по волосам, свою мастерицу по маникюру, педикюру. Причем все это русскоязычные мастера, с этим все окей. Здесь, кстати, я новые накатки сделала. Можно уж и похвастаться, знаете, заодно. Можно. За стрижку я даю где-то 1000 песо, за маникюр и педикюр 3000 песо. Для меня это приемлемые цены. К сожалению, услугами каких-то косметологов я не пользуюсь, поэтому здесь я вам не смогу подсказать, что там с ценами, что с мастерами. А насчет, допустим, лазерной эпиляции, то зона подмышек стоит 1400 песо за сеанс. Естественно, если там брать с паком и так далее, какими-то комбо, то будет скидка. Просто озвучиваю, чтобы вы представляли в своей голове. Вопросом бьюти, это, наверное, все, что я могу сказать. И не знаю, что еще сказать-то. Если у вас какие-то более подробные есть вопросы, пожалуйста, пишите, опять же. Следующий такой насущный вопрос. Уже многие писали по поводу, как перевести собаку, поэтому хотелось бы поделиться именно своим опытом. Думаю, стандартный список задач вы сами в силах изучить, это ветеринарный
паспорт, чтобы был установлен микрочип, прививка от бешенства, обработка от паразитов, правила перевозки авиакомпании и так далее. Это стандартный набор, который вы сами можете изучить, смотря из какой страны вы будете ввозить свое животное. Потому что я этого тоже не могу знать. В общем-то, какая ситуация у нас? У нас французский бульдог. Это брахицефал. Кстати, он гражданин Таиланда. У него тайский паспорт. Хоть кто-то в нашей семье добился легального статуса в этом мире. И, конечно, его было очень проблематично перевести. В особенности, что он брахицефал. Кто не знает, это те породы собак, у которых приплюснут нос. Как раз таки из-за этой причины многие авиакомпании просто отказываются его брать, потому что они чаще умирают в самолетах. В связи с этим эмирейцы, туркиши, кто там еще? Катары нам отказали в перевозке. Мы нанимали специальную компанию, которая, собственно, занималась всей организацией процессов, документации, чтобы мы смогли его перевести. У нас также был предложен вариант, что мы его частным джетом вывезем сюда. Но, извините, когда мы летим экономом, а наша собака как дубайский шейх, мы как-то подумали, что это будет слишком жирно. Поэтому мы наняли еще курьера. И, собственно, мы уже улетели из Таиланда, и он к нам попозже курьером прилетел. Какими-то прям сложностями мы не столкнулись. Все прошло отлично. Никаких успокаивающих мы ему не давали. У нас молодая собака, ему 2 года. Поэтому мы надеялись на все хорошее, и все было хорошо. Следующий вопрос был: зачем вы поехали в Уругвай? Там же дорого. Почему не Аргентина или Парагвай? На самом деле мы рассматривали перед приездом сюда Аргентину, но в последний момент, там поменялись и законы в Аргентине, правила миграции, скажем так. Наш взгляд упал на Уругвай, нам нужно было срочно что-то думать, и мы поехали сюда. Ну, конечно, не пожалели. 1000 раз спасибо, что так случилось. Уругвай, он действительно дорогой, но его выбирают не за цены, а за то, как здесь живется и как ты себя здесь чувствуешь. Я бы, наверное, хотела какие-то пункты разделить, почему же Уругвай выигрывает в случае Аргентины и Парагвая. Парагвай мы вообще не рассматривали. Да, если честно, мы другие страны Латинской Америки вообще не рассматривали. Нам было это неинтересно, что ли. В Уругвае нет гиперинфляции, валютного контроля, нет резких «сегодня можно, завтра нельзя», то есть какие-то понятные правила игры. В Аргентине же постоянно кризисы, инфляция, девальвация, ограничения на валюту, и жизнь в режиме «что будет дальше» неизвестно, как по мне. Парагвай, естественно, будет дешевле, чем Уругвай, но слабее институты, медицина, инфраструктура. Поэтому, конечно, из-за того, что в Уругвае не страшно строить какие-то планы на дальнейшее будущее, это жирный плюс. Также нас очень привлекает, что здесь свобода с деньгами, в Уругвае можно хранить деньги, спокойно пользоваться картами, официально работать, платить налоги, открывать счета. Вот в Аргентине с этим двойной курс, необходимость, эти постоянные схемы обухода, как-то там выгоднее поменять на черном рынке и так далее. Здесь ты с этим, конечно, не сталкиваешься. В Парагвае, если честно, я не знаю ситуацию. Если кто-то смотрит из Парагвая, пожалуйста, прокомментируйте, как у вас там с деньгами, как вы там все это делаете. Тоже храните в долларах или как? То есть все-таки в Уругвае какая-то более европейская экономическая, даже не экономическая, а финансовая система. Но и, конечно, из-за того, что мы такие тихони, мы любим очень спокойствие, в Уругвай тоже для нас однозначно выигрывает. Здесь очень спокойно, кому-то здесь скучновато, нам отлично. И по сравнению с Аргентиной, этот шум-гам, нам это не нужно. Ну и, конечно, Уругвай – самая безопасная страна региона. Мы же были в Аргентине, мы сюда прилетали через Аргентину. И в Аргентине вечером, когда уже солнце село, и причем мы были в хорошем отеле, в хорошем районе, в 5-звездочном, не чувствовала себя вообще в безопасности. Несмотря на то, что рядом даже никто не ходил, реально,
Я не знаю. Аргентинцы, давайте, пишите, как у вас там с безопасностью. Но то, что Уругвай, самый безопасный, это факт. Я считаю, что это факт. Конечно, моя любимая быстрая, надежная легализация. То есть это до сих пор реально. Документы реально получить. ВНЖ, ПМЖ – это понятный процесс. Система может быть не идеальна, да, в каких-то моментах нужно подождать еще что-то, но это работает стабильно и не меняется раз в год. Опять же, если мы берем Аргентину, законы и правила меняются постоянно, и, собственно, из-за этих изменений мы уже и передумали насчет Аргентины в свое время. Насчет Парагвая не знаю. Может быть, в комментариях нам уточнят, как там с легализацией. Просто, непросто, долго ждать, недолго. Какие плюсы вообще? Если кто-то даст нам знать, будет очень прикольно. И вот насущный вопрос всех, наверное, почему же здесь так дорого? Давайте так, это маленькая страна, все импортное, высокие налоги, но в то же время высокий уровень социальной защиты. И, соответственно, ты платишь за спокойствие, за предсказуемость и то, что ты можешь строить какие-то дальнейшие планы на завтра. Да, если вам нужен более сильный паспорт, если вас смущают цены, вам проще поехать и легализовываться уже в Европе. Да, мы же рассматриваем Уругвай как дом, как место, куда мы всегда будем возвращаться и так далее. Мы не рассматриваем, что мы получим паспорт и поедем по Европам. Нет, мы хотим здесь жить. Это реально так. И, конечно, кому Уругвай лучше всего подходит? Это удаленщикам, фрилансерам, людям, у которых заработок из-за рубежа, тем, кто ценит спокойствие. Опять же, многие жалуются, что здесь скучно, нечего делать. Нам все окей. Тут нужно оценивать по себе, да, что вам лично нужно, что вы ищете для себя по жизни и так далее. И, кстати, отсюда вытекает следующий вопрос. Мне писали. Снимите про рынок труда. Что с работой? Сколько денег выходит на одного человека? Ребят, во-первых, я не работаю на местный рынок. Я не могу вам давать какую-то ложную информацию, ложные надежды. Что я точно могу сказать? Вам нужно иметь 4-5 тысяч долларов на пару, чтобы комфортно здесь себя чувствовать. Это по моим ощущениям. У каждого разные потребности, у каждого разный бюджет, но по моим ощущениям так. Камон, давайте как-то реальнее смотреть на вещи, да, мы говорим не про выживание, а именно про комфортную жизнь. Никто из наших друзей и знакомых не живет на местную зарплату. Я думаю, это должно все объяснить. Так, следующий вопрос мне задавали про цены на рыбу и морепродукты. Они здесь дорогие, расслабьтесь, все как обычно. Но это объясняется тем, да, что Уругвай не рыбная страна культурно. Исторически Уругвай все-таки это про мясо. Морепродукты не основа рациона, как в Перу, в Чили, среди Японии, Средиземноморья и так далее. Соответственно, спрос низкий, массового рынка нет, цена выше. Опять же, многое экспортируется, многое импортируется обратно. Такой парадокс. И нет объема, нет низкой цены. Я, конечно, еще думаю, что логистика и переработка – это тоже слабое место, да, даже если рыбу выловили, ее нужно как-то переработать, хранить, охладить и так далее. А Уругвай – это маленький рынок, и все-таки рынок нацелен на мясо. И, конечно, высокие налоги на сам импорт, то есть креветки, мидии, лосось здесь импортные, а соответственно тебе нужно заплатить пошлины, заплатить НДС, и транспорт. Я сейчас прикреплю фотографии, там будут цены на морепродукты, вы можете сами перевести эти цены в свою валюту. И спрашивали про минусы Уругвая.
Опять же, я говорю лично наш опыт. Кому-то здесь скучно, кому-то дорого. Мы же выделяем для себя другие. Во-первых, это дорогая техника. Опять же, все можно заказать, можно слетать в США, Европу и привезти. В принципе, с этим для нас проблем нет. Но все равно, согласитесь, осадочек неприятный. Наверное, еще пошлины на посылки. Опять же, не то, чтобы мы любители онлайн-шоппинга, но, знаете, я как девочка была бы рада более открытым возможностям в этом плане. Да и, в принципе, все. Даже на те минусы, которые я сейчас назвала, мы готовы, опять же, с ними мириться, да. Здесь уже каждый для себя решает, с чем он готов мириться, с чем нет. И отсюда уже выбирает себе страну для жизни. Поэтому, пожалуйста, оценивайте не только объективно, но и субъективно, потому что мы все с вами разные. Ну и это здорово, я считаю. Также хотелось бы закрыть вопрос по поводу мата, который изредка встречается в моих роликах. Ну и какое-то неформальное общение со своими зрителями. Если вам не нравится, вы не смотрите. Я уважаю разный вкус, но менять стиль речи под каждого не мой формат и не моя цель. Канал как раз таки для тех, кому близок такой формат. Здесь про честность и жизнь, как она есть, без каких-то масок и прикрас. Если вам кажется, что разговорная речь равна отсутствию языковой культуры, это лишь вопрос восприятия, не компетенции. Владеть литературным языком и сознательно выбирать разговорный стиль – это разные вещи. Опять же, я выбираю второе. Мой канал – это не экспертный доклад и не исторический симпозиум, а про жизнь, эмоции, чувства и так далее. Если вам ближе академический стиль, то поверьте, на YouTube кучу других каналов, видео, да и вообще контента на любой вкус. Пожалуйста, смотрите. Надеюсь, мы закрыли с вами эту тему супер-пупер. А также я, конечно, замечала ваши вопросы по поводу районов аренды и так далее. Я все вижу. Будет отдельное большое видео на этот счет. Да, будет отдельное видео, потому что это все-таки такой трудоемкий вопрос. Просто хотелось вот так записать вам видео, ответить на ваши вопросы, чтобы не растягивать каждый вопрос на целое видео отдельное, да, и быть с вами в какой-то коммуникации. Поэтому, если вдруг я не увидела ваш вопрос, не заметила ваш комментарий, пожалуйста, не обижайтесь. Просто иногда мне сам YouTube даже не дает уведомлений. А так, конечно, я стараюсь каждого отметить, каждого заметить, каждому ответить. Ну и, конечно, я буду благодарна за лайк этому видео. Это будет не сигнал о том, что вам интересен такой формат. И в дальнейшем я также буду раскрывать какие-то ваши вопросы. Ну а если у вас, собственно, остались вопросы, пожалуйста, пишите комментарии под этому видео, потому что я не экстрасенс, я с удовольствием буду отмечать себе какие-то вопросы, которые нам важны. Ну и отдельно хотелось отметить спасибо каждому, кто смотрит меня, поддерживает, ставит лайки. Для меня это, конечно, очень важно, дает безмерную мотивацию снимать дальше, продолжать, знаете, что-то дать, чтобы он мог что-то взять полезное, интересное и, может быть, душевное с моего канала. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Чао.